Я буду рассказывать про образование через свой собственный пример. Так, вы один из героев. Нет, я, не знаю, назовите так, как хотите, это как уж получится. Наверное, так это и назвала. Вот. Можно выступающим, можно героем. Как можно назвать героем человека, который просто живет? Вы же живете, вы же не считаете себя героем? Себя нет. Вот и я тоже. Единственная площадка, где именно некоммерческие, негосударственные организации могут собраться вместе и поделиться проблемами, прорывами, друг другу помочь в чем-то. Это очень здорово. Вы знаете, тема очень интересная, вот это сочетание в целом направления. С одной стороны, это изучение, да, в целом работы с детьми с множественными нарушениями. Очень большая проблема сейчас, по крайней мере, вот у нас в провинциальном городе врачи, например, даже такого понятия не знают. Если в более крупных городах есть куда с ребенком ходить, на занятия развивающие, или еще куда-то, реабилитационные какие-то мероприятия проводить, то у нас, к сожалению, этого всего нету. Это замечательная площадка, придуманная 3 года назад. Она профилактирует профессиональное выгорание. То есть на эти 3-4 дня люди, которые в течение всего года занимаются важнейшими задачами, во-первых, они обмениваются опытом и понимают, что это еще кому-то нужно, кроме них самих. Во-вторых, о них кто-то заботится. И в-третьих, они имеют возможность отдохнуть. Мы все время забываем о том, что человек тоже хочет отдохнуть. Виталий, почему вы такой грустный? Что-то не так? Нет, я врач по специальности. Веселых врачей не бывает? Наверное, бывает. Мы все устаем. Иногда кажется, что изменения идут слишком медленно, и терпение заканчивается. И, в общем, когда ты видишь, что кто-то рядом тоже терпит такие же трудности, но в чем-то преуспел, что у тебя не получилось, это очень здорово, это внушает какую-то надежду. И потом возникает ощущение сети, того, что, в общем, нас много, ты не один в поле. Но это очень здорово. Мне очень важно узнать о самых передовых методиках, технологиях, о специалистах, установить некие межведомственные отношения и связи для того, чтобы перенести эту модель уже к нам в город, чтобы она была рабочей. Действительно, мы могли эффективно помогать детям. Мне кажется, что важность этого мероприятия прежде всего в том, что оно развенчивает многие мифы и вокруг аутизма, и вокруг того, что связано с реабилитацией аутизма. Он нарушает такую кулуарность специалистов, которые работают в сфере аутизма, и как следствие этой кулуарности некоторую безответственность. То есть пространство, в котором живем мы и наши дети, становится все более прозрачным, все более проницаемым, все более ответственным. Уже нельзя просто так нести всякую чушь родителям и потом говорить, ну что вы, я ничего не смогу сделать, это же такой сложный диагноз, вы же понимаете. Знаете, как говорится, начни с себя. И вот это как раз та история, когда люди сами начали что-то менять, и вместе с ними начал меняться мир. Потрясающе. Нам важно было очень всех собрать и надолго. Все-таки, мне кажется, 4-дневное мероприятие – это редкость. И позволить всем общаться. Собственно, наша задача попробовать совместить эти две реальности. То, что на передовом крае науки и практики, то, что есть у нас на сегодняшний день,
понять, на каком уровне развития мы находимся, чего у нас будет следующее, и как-то попробовать людей друг к другу поближе лицами повернуть. Я здесь встречаюсь с друзьями. Все-таки главное, что я здесь делаю, я встречаюсь с моими американскими друзьями и коллегами, я встречаюсь с российскими друзьями и коллегами, я встречаюсь с друзьями и коллегами из Украины, Молдавии, Белоруссии. Это самое главное. The expectations I always have are to get to know other people. I'm kind of a shy guy by nature, so sometimes it's hard for me to break out and interact with people, but it's such an important issue. Everybody feels so strongly about it that barriers are quickly broken down. And that we're speaking a common language, clearly not necessarily English or Russian, but we're speaking the language of caring for children and speaking the language of careful science and understanding how we can move forward for the children, you know, across the world. There's never any end to the ability to learn from smart people around the world, and I think in some ways what I've seen in Russia has been so inspiring. It's just been great to be part of that little process. I've seen a lot of changes just in the last decade and a half or so that I've come. See change, and it's all good. And the reason I'm coming here again is because I love to see this process moving forward, and if there's any tiny little benefit or anything I can add to it, I feel a lot of satisfaction from doing so. It's great to meet people like yourself and everybody is part of the forum. Naked Heart is an amazing organization. I'm very proud to have met people from that. It's a very rare opportunity that everybody from all over Russia and all over the world can come together and show what we each are individually trying to do for kids everywhere. And then we can hopefully take what we learn and take this back to the little communities throughout the world and help those kids that don't have access like we are having today. I'm here because I have a passion to work with families who have the most difficulties. That is my, you know, if I had a motto, that if I had a statement, that would be to help families who have the most difficulties to make good relationships with their families. So I'm here to do a bit more of that, as I hope to do every day. У нас люди с особенностями развития существуют, что ли, в некой такой капсуле, которую очень сложно открыть, пробить и вытащить их оттуда. Во многом потому, что окружающая среда представляет собой набор бесконечных преград для них. Но меня, во-первых, больше всего впечатлил подход, который Наталья Водянова сегодня реализовала. Мне очень понравилось, что в этом круглом столе вместе с медийными людьми участвовали, собственно, те, ради кого все это затевается. Это было очень здорово и очень правильно, потому что это не просто люди с голосом, а совершенно равным голосом. Это принципиально важно. Есть надежда, что людей с ограниченными возможностями будут больше и больше. Для людей с ограниченными возможностями будут больше открывать, больше открытых дверей и больше возможностей, так сказать, их заметят и не будут от них приходить в ужас. Вы знаете, я бы очень хорошо отнеслась к тому, чтобы в нашем классе, в классе, где учится моя дочь, занимались дети с особым развитием. Мне кажется, это очень полезно и для других детей, скажем так, для обычных детей, для всех остальных детей. Потому что это даже часть воспитания. Дети должны понимать, что люди все очень разные. Бывает, что у людей проблемы, бывает, что у людей не так все, как обычно, да. И это
Это важно, мне кажется, это воспитывает душу. Те истории, которые мы сегодня увидели, и истории преодоления, развития, и, в общем, истории успеха, они очень воодушевляют, и они прекрасны, и они дают повод поговорить, они дают повод подумать, и они дают повод писать. Даже люди, которые работают в областях, которые мне всегда казались чуждыми глубоко, например, гламур, что я антигламурный человек, в принципе, по определению. Но видно, когда ты смотришь людям в глаза, ты понимаешь, что они такие же люди. Люди, которые были против нас официально, люди, которые не принимали нашу точку зрения, люди, которые не обращали внимания на нас, обращали внимание на Наталью, но не обращали внимания на то, чем занимается ее фонд. Они пришли, они услышали, они впечатлены, они прозрели, как многие из них сказали, поэтому я считаю, что это победа. Уровень представленных СМИ просто максимально возможный для нашей страны. И понятно, что это не только личность Наташи, потому что очень часто на мероприятия даже селебритис, в общем, приходят так постольку-поскольку. Тут такая актуальная тема, поэтому я абсолютно счастлива, что так глубоко, разносторонне и с таким оптимизмом сегодня обсуждались многие вопросы. Когда мы разговариваем о детях, и не только детях, а взрослых с проблемами здоровья, я считаю, что главное должно быть улыбка и позитив. Мне кажется, это не удалось бы сохранять так долго, если бы у нас не была такая команда. Тоже молодая, профессиональная, энергичная, и мы способны очень как-то реально относиться к вещам, наверное, понимать, что мы не решим всех проблем никогда, и много смеяться. Это тоже наш рецепт. У вас у каждого здесь блестят глаза, и вы, абсолютно каждый человек здесь очень через себя принимает эту тему. Поэтому каждый такой вечер, проведенный вместе с вами и с вашим фондом, мне на долгие годы таким хорошим отпечатком запоминается. И самое главное тем, что даже я живу не напрасно. Ты не можешь к этому привыкнуть, потому что каждый раз это же люди, каждый раз это человеческая история, каждый раз это разные люди, и каждый раз я заново поражаюсь, насколько она классная, он талантливый, и все они такие интересные. Мне даже кажется, что вот порой, когда личности с особенностями развития, когда они яркие, они настолько яркие и так настолько крутые, что ты вот даже кажется, что они вот круче тебя, интереснее тебя, а уж тем более естественнее тебя.